Вообще задача почти невыполнимая, потому что выбрать 3 произведения из произведений, которые на тебя оставили какой-то след, нереально. И я мучился долго довольно, потом понял, что все-таки, наверное, самые сильные впечатления – это впечатления детские. Это то, что ты слышишь впервые. Поэтому, наверное, первое, что меня сшибло с ног, я учился в классе в 5-м, значит, 65-й где-то год. Это была песня «Sixteen Tone» в исполнении ансамбля Platters, чудом оказавшаяся на сборнике фирмы «Мелодия». Мне вообще повезло в смысле музыки, потому что отец очень любил музыку, и очень любил джаз, и очень любил Рахманинова. И я Рахманинова тоже помню с детства, это тоже было сильнейшее впечатление. Отец умудрялся доставать все, что каким-то образом вот выходило в нашей стране, имело отношение к современной музыке в мире, у нас дома оказывалось. А эта пластиночка «Вокруг света», такой сборничек, любая пластинка этой серии выглядела следующим образом. 2 песни наших друзей из Польши, 1 песня из Болгарии, 1 песня из Чехословакии, 1 из социалистической Германии, и последняя иногда вдруг американская, английская. И 16 тонн, они звучали так. Не знаю, я и сейчас сохранил способность как-то визуализировать музыку, а в детстве это все было гораздо более сильно. Это была мощная картинка. Вот все, что я слышал по нашему радио, было плоское и черно-белое. А это было какое-то огромное трехмерное пространство, бархатно-черное, с каким-то колоссальным барабаном, который отбивал слабую долю, которая заставляла качаться в такт. И то, что там практически не было инструментов, там играл контрабас, вот эта слабая доля, и еле слышные бэки такие черные, которые вот делали такое мистическое облако, и какой-то огромный человек, мрачным, в то же время добрым басом, рассказывал какую-то непонятную историю. Ассоциаций музыкальных никаких не было и возникнуть не могло, потому что это так разительно отличалось от того, что вообще составляло наше тогдашнее звуковое пространство, что это было все наоборот, все по-другому. И все как надо, вот одновременно. И вот такими минимальными средствами вот такой мощнейший эффект. Я мог эту песню слушать бесконечно. Надо сказать, что я был не одинок, потому что советский народ ее так полюбил, что она играла из каждого окна, она играла на танцах, она играла в пионерлагерях. А запретить уже ее было нельзя, потому что на советской пластинке издана. И от любви к этому произведению советский народ бросился сочинять к ней русские слова. И было много вариантов. И такую восхитительную ахинею писали, что я до сих пор это пою и улыбаюсь внутри. Это все было вот от неразделенного чувства. Я тогда пытался выяснить, кто это поет, но, конечно, не было никакой возможности. И много лет спустя, чисто случайно, я узнал, что это было исполнение Platters, потому что песня-то была популярная в свое время, и ее пели многие люди.